Приветствую всех любителей работы с деревом. В этом видео я хотел бы рассказать о эксперименте работы с зеленым деревом, сырым, и работе с сухим деревом, как и при помощи чего я гну свои заготовки. Расскажу про устройства, которые у меня есть, и покажу их, как они работают, вы все это увидите. А все эти заготовки мне нужны для создания вот такого красивого стула. Это Well Stick Chair, валлийский стул из палок. Название его очень интересное, история его также интересна. В этом стуле я согнул подлокотник. Это цельная заготовка из ясеня, которую я согнул при помощи своих приспособлений, которые вы увидите в мастерской. Также согнул еще спинку, она имеет небольшой радиус. И в дальнейшем собрал вот такой красивый стул. Покажу чуть-чуть поближе стульчик, который у меня в итоге получился. Вот валлийский стул из палок, который в старые времена собирали пастухи в межсезонье, и собирали они его из подручных материалов, то есть из палок. Вот такой вот подлокотник красивый, изогнутый. Такая вот спиночка красивая, тоже изогнутая. Правильное анатомическое сиденье, на котором удобно сидеть и на котором не затекают ноги, на нем очень комфортно сидеть. Угол спинки 16 градусов, очень комфортно для того, чтобы сидеть за кухонным столом и там завтракать, обедать. То есть стул максимально удобный, красивый, не очень прост, конечно, в сборке, но при этом очень интересный. А сейчас более подробно расскажу про устройство, на котором я сгибаю свои заготовки. Это устройство я собрал на каркасе офисного стола. Металлический каркас, к которому я прикрутил мебельные щиты. Зафиксировал здесь лебедку надежно, механическую. Натянул синтетический трос. Шаблоны здесь меняются. Их можно ставить под определенный стул, под определенный радиус. Шаблонов у меня порядка 6 штук под разные стулья. Этот большой шаблон у нас подходит под подлокотники, вот этот под спинки стульев. Также обязательно при изгибании использовать компрессионную пластину металлическую. Она
э, предотвращает растрескивание заготовки, то есть заготовка не трескается и не ломается. Если все правильно подобрано и дерево достаточно хорошо запарено. Но сейчас можно рассказать про паровую камеру, которую я использую в мастерской. В походных условиях вы увидите мою паровую камеру на видео. Это деревянный короб, собранный из подручных материалов, бочка жестяная, которая стоит на открытом огне. В данном случае вот эту установку я использую в мастерской. Это канализационная труба, оранжевая, толстостенная, утепленная, для того, чтобы при запаривании заготовок не терять температуру. Это очень важный момент. В данном случае здесь спереди у меня стоит датчик температуры и щуп, который вставлен практически в самом начале. Объясню сейчас, для чего это нужно. В задней части нашей трубы стоит парогенератор. И у этого парогенератора есть свой пульт, который показывает входную температуру пара. Он показывает, какой пар входит, но нам надо знать, какой пар у нас по всей длине трубы. То есть заготовка должна у нас пропариваться равномерно. Перепада температур не должно быть. Иначе заготовка будет пропариваться неравномерно, и, соответственно, хорошего результата запиться с ней будет невозможно. В эту бочку я установил, вот собрал из алюминиевых уголков вот такой выдвижной каркасик небольшой, на который кладу свои заготовочки. Очень важно, чтобы заготовки не касались дна вашего ящика. Все-таки пар, это скапливается конденсат, и заготовки не должны ни в коем случае лежать в воде. Ни при каких условиях, иначе вы их не согнете. Вот эту установку я использую для сгибания сухих заготовок. Вот, практически собрался я Steambox, мой паровой короб. Вот такой, еще дверку туда поставлю, дверку. И завтра подготовлю заготовочки и попробую запарить. Он подлиннее, из обрезков собрал, поэтому такой невзрачный. Но главное, чтобы работал, главное, чтобы запаривалось. Вторая попытка сегодня. Сегодня, точнее, первая, но второй день. Сейчас заготовка простояла уже где-то примерно 1:20.
Ну вот, вы в принципе сами видели. Так, здесь еще 2 клинышка бы вбить. Сейчас вобьем. Потому что надо было их изначально сделать, потому что сейчас она потянет ее. Так, не совсем правильная работа с клиньями, но в целом неплохо, я считаю. Результат очень неплохой. Так, пока снимаем бочку, потому что у нас еще заготовка следующая не готова. Вот так вот. Так, еще одна спиночка сегодня. Сейчас мы ее достанем. Горячая. Центр я, кстати, на ней не отметил. И это очень плохо. Да, надо всегда подготавливаться немножко лучше, чем я обычно это делаю, поэтому так все получается через одно место, если честно. Я как раз клин не поставил, там начал рвать заготовочку. Это мы еще сюда попробуем загнать. Ага. Ага. Ну, в принципе, все.
еще можно вот этот вот все-таки. Стянуть. А вот тут вот пошла чуть-чуть. Ну ничего, это подрежется. Угу. Такая вот у нас получается история. Ну вот. А на сегодня это, пожалуй, последняя спинка, которую будем гнуть. Она уже имеет отчасти изогнутую форму. Сейчас мы ее будем гнуть. Бывает, не всегда и все подготавливаю в нужный момент, но это ничего. Вот, отлично. Сейчас оно согнется у нас как надо. Оп. Угу. Так. Угу. И сюда еще один колышек поставим. И чуть-чуть. И чуть-чуть прижмем. Ну вот. Это, конечно, минус заготовок, которые чуть-чуть короче шаблона. Но тут в данном случае эта заготовка, это будет спинка. Поэтому она по сути своей должна иметь вот этот, как не такой радиус большой, крутой, да? То есть вот такой радиус, как она сейчас, она и должна примерно. Ну, то есть мы еще чуть она разогнется, и будет отлично. Вот так. Так, покажу вам, что сегодня согнул. Вот, согнул. Подлокотнички будут. Вот такая спиночка у нас красивая будет. И еще одна такая спиночка. Ее я обрежу. Ну, уже когда поставлю на стул. Естественно, такая большая нам не нужна, длинная. Но просто удобно. Вот не возникает таких проблем, когда гнешь. Зато вот так сегодня день прошел. Вон замокают мои заготовки. Будущее.